Что ж, действительно, год начался делать. Сейчас, нет, минутки две. Сейчас подождем, пока площадка сделает все обновления. Друзья, привет! Сегодня мы снова с вами. Ой, мы уже в эфире. Мы в эфире. Всем добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Мы скучали. 2021 год как-то невероятно прошел. Год, который, казалось, не закончится никогда. И вот мы с вами в эфире. И не только Лариса Писаренко, Людмила Чекалова, но и Любаш Бишта. Любаш, здравствуй. Здравствуйте. G.F Smith. Компания G.F Smith сегодня с нами. И действительно, в прошлом году мы именно с Любашем начали цикл эфиров «Будем на связи». И в тот период мы рассказывали про нашу классическую коллекцию Color Plan и про те интереснейшие исследования в области цвета, которые проводит компания G.F Smith. Ну, собственно, провела, да, и продолжает эти исследования. А сегодня мы продолжим наши эфиры с компанией G.F Smith. И сегодняшний эфир посвящен другой коллекции. Это уже эко-направление, но, собственно, не буду забегать вперед. Единственное, скажу, что сейчас вот я отключу комментарии, просто чтобы они не мешали. Если какие-либо вопросы будут, то мы с удовольствием на них ответим в конце эфира. А пока слово передаю Любашу. Спасибо. Ну, тогда мы начинаем. Любаш, are you ready to start? Начинаем. Начинаем. Можно. Perfect. Well, thank you, Ludmila. Thank you, Larissa, for inviting us again to do this. Like you said, we've done one last year, just when this pandemic was starting, or just when we still thought it was going to be quick. So thank you, everyone, for joining us again. Good to meet you. Just a brief translation then. Всем спасибо, наши дорогие друзья, наши любимые клиенты, наша аудитория, за то, что присоединились сегодня к нам. Любаш также благодарит всех нас за организацию этого эфира. Напоминаю, что действительно это уже стало доброй традицией начинать каждый следующий год с наших совместных эфиров. Казалось, что прошлый год не закончится никогда, но теперь мы довольно оптимистично начинаем следующий год и снова вместе. And the next one hopefully will not be an Instagram one, but we will meet in person, I hope. Надеемся, что в следующий раз мы таки встретимся уже не онлайн, а где-нибудь на реальном офлайн мероприятии всем. Okay, let's start. We're here today to talk about Extract, which is a recycled paper range from G.F Smith. Итак, сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить другую коллекцию компании G.F Smith под названием Extract. Это бумага из переработанного сырья, собственно, которую компания W уже предлагает вашему вниманию. Вы, наверное, все знаете. I just wanted to say one thing, and that is that I think that in W's portfolio, this paper is called Extract Eco, just to make this clear in the beginning. Is that right, Larissa? Yes, that's exactly so. Любаш просто напоминает, уточняет, точнее, что в портфолио компании W эта коллекция называется Эко. Таким образом, мы, собственно, даем тот самый эко-посыл нашей аудитории и в целом, в общем, описываем эту бумагу как концепт. Okay, Yes. So let's move to the next slide, please, and let's slide with a little bit about G.F Smith. So, as you know, G.F Smith is, well, the most passionate paper company. We are based in the United Kingdom, and we are producers of beautiful papers such as Color Plan, Extract, and many others. Итак, очень короткое такое overview о компании G.F Smith, хотя мы уверены, что вы хорошо все уже знаете наших дорогих партнеров из Великобритании. Компания G.F Smith известна как наиболее влюбленная, как самая влюбленная в бумагу компания-производитель и дистрибьютор. Поставляют они к нам на наш российский рынок и вообще в целом по всему миру такие замечательные коллекции бумаг, как Color Plan, все вы ее хорошо знаете, и Extract, который мы тоже вот сегодня вам более детально коллекции бумаг. So the picture that you see is our famous collection book,
which has now been also renewed. So we have a new collection book. It's now yellow, smaller, and much better. Ну и, собственно, вот Любаш вам демонстрирует сейчас в любом, собственно, эфире, в прямом эфире, да, их новую коллекцию бумаг от компании G.F Smith. Как вы знаете, это компания-дистрибьютор, поэтому вот тот каталог, который показала сейчас Любаш, он уже в другой, более современной, более актуальной версии, меньшего размера, желтый цвет обложки и, собственно, также представляющий полный ассортимент всех коллекций бумаг, которые поставляет компания G.F Smith. And so the next step for me, just to end this part about G.F Smith and go into extract, will be to show you a 2-minute long video showing you how we work, what are the projects that we do, and introduce you a little bit to it. So. Да, соответственно, чтобы чуть больше вас погрузить в атмосферу компании G.F Smith и тех замечательных бумаг, которые компания поставляет, не только коллекция экстракт, но и других замечательных бумаг из дизайнерского ассортимента, мы вам покажем коротенькое видео на 2 минуты, чтобы, собственно, ощутить всю эту атмосферу наилучшим образом. Друзья, у меня есть единственный небольшой комментарий. Вот я сейчас очень плохо вижу Любаша, и у меня ощущение, что картинка не только у нас. То есть мы все тестировали, ну, как обычно, когда происходит эфир. Любаш, can we ask maybe to switch down now and after join us again, after the movie? I think we can make maybe our connection better. Sounds good. Sorry. Yeah, let's try. Давайте пока запустим видео. Так, снова пытаемся выйти в эфир с Любашем. Просим прощения за подключение. Нам стало лучше. Seems to be better a little bit. Is it? Ага. Perfect. Of course. Да, небольшой комментарий, да, к нашей аудитории. Мы просим прощения, если вдруг видео прошло без звука, возможно, какие-то технические все же неполадки, но мы надеемся, что вы все же поняли общую идею того, что это видео, собственно, вам хотело показать. Окей, Любаш, let's go on. Let's go. Продолжаем. Let's go to the next slide, please. Yes. So, extract is a part of recycled paper ranges, and it's part of a larger effort by G.F Smith
to dedicate themselves to be part of helping preventing climate change, which is already happening. So this statement, climate change is the defining issue of our time, is something that we take to heart, and this is where Extract is born. Итак, сегодня мы говорим о коллекции бумаг под названием «Экстракт». Как мы ранее уже сказали, это бумага из переработанного сырья, и по сути это та коллекция, собственно, те бумаги, которые стоят в общем ряду эко-материалов, так называемых, которые, по сути, в общем, являются вкладом каждого производителя, и в данном случае конкретной компании G.F Smith, в глобальную, в общем, мировую проблему борьбы с отходами. И, собственно, поскольку эта проблема усугубляется именно по причине того, что изменяется климат, собственно, на предыдущем слайде мы и попытались текстом вам обозначить, что климат — это такая наиболее яркая отличительная особенность от нашего времени. И поэтому коллекция «Экстракт», собственно, что называется, очень актуальна. So there's not a lot of data that I can find about recycling and recycling paper in Russia, probably because my Russian is not great, so I can't find the information that I need, but I found this beautiful infographic which shows temperatures in Russia for a year, so average temperatures, and you can see the redder the color, the warmer the year. So we can see how this problem becomes worse or more urgent every year and where we are at this moment. Ну, соответственно, Любаш говорит о том, что он пытался найти хоть какую-то информацию о наличии или производстве, собственно, вот таких вот бумаг из переработанного сырья в России. К сожалению, возможно, в силу того, что его русский не слишком хорош, ему не удалось найти ничего подобного, никакой информации. Однако он натолкнулся вот на такой любопытный слайд, который вы видите сейчас на своих экранах, который показывает в виде вот такой вот, как бы, цветового такого графика изменения температуры в России, начиная, я сейчас, правда, не вижу, с какого 2013 года. Нет, 1910 да, я не вижу. С начала века. Да. То есть начиная, с начала прошлого века, собственно, да. И вот вы видите, что по мере того, как, значит, дата приближается к нашему актуальному времени, цвета красного на этом слайде становится все больше на этом графике. Это значит, реально мы наблюдаем глобальное потепление климата. Okay? Thank you. Let's go to the next one, please. So this is what I said. Extract is just a first or one of the first steps in G.F Smith trying to contribute to reversing the climate change. And how can we do it better if we're a paper company than by taking a material that is problematic, ending in landfills, creating this problem, and turning it into something beautiful, something that is for us a beautiful paper. Ну, соответственно, вот на следующем слайде очень коротко выражена общая идея того, почему, собственно, появилась коллекция «Экстракт», коллекция бумаг «Экстракт» компании G.F Smith. По сути, это небольшой посильный вклад, который компания G.F Smith вносит в решение глобальной общемировой проблемы потепления климата. То есть, таким образом, пытаясь хоть как-то содействовать очищению экологии и переработки отходов. То есть просто взяв, собственно, какие-то отходы и превратив их действительно в нечто великолепное, в красивую, замечательную, очень привлекательную бумагу. So here you can see the papers, well, actually the cups, sorry, and the papers on top. So Extract is made with recycled paper cups. I don't think I've said it until now, but now you can see it. So what we do to create Extract is take cups, disposable cups, paper cups, however you want to call it, coffee cups as well, and we turn them into this beautiful collection of papers. Ну и, собственно, вот на этом слайде показано то, что, как Люба считает, он еще действительно до этого момента в своей презентации вот текущей не упомянул, то, собственно, из чего сделана бумага из коллекции «Экстракт». То есть вы видите, бумажные стаканчики одноразовые, и сверху вот как бы на слайде положен каталог именно уже готовых бумаг из коллекции «Экстракт». То есть это действительно, то есть вот эти бумажные, кофейные или одноразовые стаканчики, как хотите, используйте любой термин, они становятся, собственно, действительно тем сырьем, из которого изготавливается в результате красивая бумага из коллекции «Экстракт». Let's go to the next one. So yes, to explain a little bit how big this problem is,
we took the numbers for UK, so the numbers that we currently have. So what we know is that we use about 4,861 paper cups, coffee cups a minute. So that's about 2.5 billion a year. That's a crazy number. So I'll let you translate for that, Larissa. Ну и для того, чтобы хоть как-то проиллюстрировать, да, масштаб этой проблемы, вот о которой мы говорим, да, загрязнение окружающей среды, собственно, здесь приведены некоторые цифры. Цифры, взятые из статистики по Великобритании, в частности, где непосредственно происходит производство этой бумаги. И эти цифры, как вы видите, показывают, что каждую минуту в Великобритании используется порядка 5000 одноразовых вот этих вот бумажных стаканчиков, что в целом в течение года показывает цифру в 2,5 миллиарда, что, конечно, устрашающе на самом деле. Okay. And we'll get to this, but yes, let's stay here for a second, please. So what we will talk about in a second is the problem of the paper cup is its design. So it's paper on the outside, it's plastic on the inside. We don't know how to recycle it. So there was a larger, let's say, effort to actually solve this problem, and we were part of this effort. Part of this effort with Extract. This effort goes back to 2017, which is when we started it, and we are very proud to say the next number, which is that since we have started doing this, we have gone from 1 in 400 paper cups being recycled to 1 in 25 being recycled, which is great. Ну и, соответственно, для того, чтобы объяснить, когда компания G.F Smith начала прикладывать усилия вот в решении этой задачи, да, здесь также приведены некоторые цифры. На самом деле, то есть эта история берет начало в 2017 году, когда впервые, собственно, компания G.F Smith вместе с другими предприятиями Великобритании озадачилась вопросом, как именно решить эту проблему. На самом деле, переработать любой кофейный там, или одноразовый стаканчик не так-то просто, потому что он состоит не только из бумаги, но и из пленки, которая обеспечивает именно вот те водоотталкивающие свойства. И компания G.F Smith провела большую работу, чтобы найти способ переработки таких стаканчиков, отделив бумагу от пластика. Сейчас они с гордостью предоставляют вот эти, показывают эти цифры, когда действительно, то есть в 2017 году только каждый 400-й стаканчик шел в переработку, затем 2 года назад это уже был каждый 25-й, и в 2019 году это уже был каждый 12-й стаканчик, который перерабатывался. Okay. Thank you. Let's go to the next one, please. So we have a problem here that is a larger one. It's a problem of design of the product. The design of the product itself is flawed, and we ourselves have the responsibility as consumers to actually take action and do something about it. However, it is also the responsibility of governments. So we know that, for example, the French government has committed itself to stop allowing selling disposable cups after 2020. However, this has not been yet put to use, but it should be in short term, as far as I understand. Ну и, соответственно, самостоятельно, да, то есть компания G.F Smith не могла действовать в решении этого вопроса, а только совместно с общей какой-то стратегией там, правительства, государства и в целом, в общем, не только страны Великобритании, но и всего Евросоюза, в частности, который серьезно озадачен этой проблемой. И вот в качестве примера Любаш приводит, значит, информацию о том, что правительство Франции некоторое время назад приняло решение, такое категоричное решение, просто заблокировать, категорически запретить использование вообще одноразовой посуды и одноразовых стаканчиков, но как минимум до 2020 года. Теперь, соответственно, вот все надеются, что как-то, наверное, эта проблема будет решаться совместно, и в том числе с помощью, собственно, компании G.F Smith. What we can all do, for example, is get ourselves a reusable coffee cup. Ну вот как вариант, да, видите, да, то есть сами сотрудники компании G.F Smith используют теперь многоразовые стаканчики для кофе. So this slide shows you part of the campaign that we've done. So this is our shop window in central London, where we have actually exposed or shown
to the world how these cups look like when they're all put together, and it actually creates this effect where, you know, when you have it in your hand, you think, oh, this is small, it's fine. But once you see it in large amounts, it creates this effect, emotional response with people. Ну и на следующем слайде, соответственно, вот показана часть витрины шоурума компании G.F Smith, который расположен в центре Лондона, Великобритании. И, собственно, вот как часть вот той большой такой масштабной кампании по переработке вот этих вот одноразовых стаканчиков, витрина шоурума была оформлена вот таким образом. Да? То есть в витрине был сделан такой некий аквариум, заполненный большим количеством одноразовых вот кофейных. То есть идея была в том, чтобы дать что-то понять. Да? Когда вы видите один стаканчик, вы, возможно, не осознаете, когда вы видите их большое множество, начинаете задумываться, насколько серьезно действительно задача стоит в целом перед экономикой. Okay? And it's even more shocking when you see them like this. So this is how they're actually put into the landfill. So here you can see they're basically separated by colors. So some of them, the blue ones, for example, are plastic cups, not our disposable cups, but there are disposable cups here as well, paper cups. And so once you see this, you start understanding the scale of the problem. And the scale of the problem is something that we really need to deal with. Ну и на самом деле еще более шокирующее впечатление производит вот такая картинка, когда мы видим вот такие огромные тюки спрессованного вот этого собранного сырья, да, то есть собранных вот этих использованных кофейных стаканчиков, бумажных стаканчиков, которые уже вот в виде вот таких больших тюков бумаги, да, собственно, выбрасываются куда-то, да, выбрасываются по в мусор, куда-то там в почву и так далее, в природу, да, соответственно, еще больше нанося вред нашей экологии. Вот в данном случае, видите, вы даже, это все сортировано по цветам. Синий цвет, как говорит Любаш, это не бумажные, это пластиковые стаканчики, да, тем не менее, вот такая масштабная работа по сортировке, упаковке и сбору этого вот сырья ведется, в том числе как часть вот компании по переработке. So this is what we do. What you see at the end of the table is 81 cups of 81 paper cups, and in front of you you see 16 sheets of paper. So what we do is we take 81 cups and create 16 beautiful sheets of paper. И вот на этом слайде вы уже видите, да, вот на дальнем плане, соответственно, те самые одноразовые кофейные бумажные стаканчики, и на переднем плане уже листы бумаги, как готовое изделие, которое, собственно, предлагает вашему вниманию компания G.F Smith. То есть из 81 бумажного стаканчика одноразового в итоге получается 16 листов замечательной красивой бумаги из коллекции экстрактов. So it's more or less five cups per sheet, large size sheet. Да, то есть примерно около 5 бумажных стаканчиков на один лист бумаги в формате 72 на 102 сантиметра. Okay? That format, exactly. Substance. In 380 it was mentioned there, right? As well, that is true. Для плотности 380 грамм. So we haven't actually done this yet, but so to introduce the extract range, we actually have added 10 beautiful colors that all are natural colors, or let's say colors that you can find in nature, and we have them available in 2 weights, so in 130 and 380 for allowing different applications, either for packaging or whatever you might use the paper for. Sorry, Larissa, sorry. Thank you, Любаш. Ну и, соответственно, как результат вот тех самых усилий и да, больших, в общем, таких действительно усилий по переработке этой бумаги, по сбору и переработке, получилась готовая коллекция бумаг под названием «Экстракт», которая состоит из 10 цветов. Все цвета довольно естественные, такие натуральные, те, которые встречаются действительно в природе. В коллекции 2 плотности, 130 и 380 грамм, соответственно, также использующиеся в наиболее популярных таких сферах применения. Это и упаковка, это и, может быть, да, и готовая упаковка, и ламинирование, или каширование. Вот, то есть, в принципе, самые такие популярные плотности. Okay.
I just have some boring technical information. So what we've already said, there's two weights, 130, 380, like you said already, Larissa. The stock sheet size is the standard size. We also offer A4s, we offer digital, everything that what also you offer in Double V. So since everything is on stock, it's very easy. We also supply envelopes, so either standard sized or bespoke. And we also work with bespoke colors, weights and sizes. So for example, we do produce a bespoke extract paper for mulberry packaging, for example, for this box. I'll let you go. И на этом слайде немножечко такой, в общем, да, такой очень технической, скучной информации, да, о которой вкратце мы уже немножечко сказали, соответственно. И так общая, собственно, да, информация по коллекции. Еще раз повторимся. 2 плотности, 130 и 380 грамм, 10 цветов. Стандартный стоковый складской формат — это 72 на 102 сантиметра. Собственно, это то, что вы можете приобрести в том числе в наличии в компании W. Помимо этого формата компания G.F Smith также со склада, со стока, со своего предлагает форматы цифровые, А4 формат и цифровые форматы, соответственно, по желанию клиента. Это можно также заказать в минимальном объеме. Помимо бумаги, естественно, доступны конверты в коллекции. Также можно как стандартных форматов, собственно, эти конверты заказать, так и изготовить заказ по желаемым, собственно, форматам и размерам. Минимальный формат, который предлагает компания G.F Smith, это формат визитки, собственно, бизнес-карточки и, собственно, все форматы, которые выше доступны. И также сама бумага непосредственно может быть изготовлена как в стандартных вариантах 10 цветов, так и по желанию клиента в желаемом оттенке, плотности или размере. Well done. Thank you. So you might all be asking, why can't 100% of the extract should be made from recycled paper cups, right? So we've said 5 cups per sheet. This is because we had to strike a balance. We had to find the place with adding, well, virgin fiber and the recycled fiber so that we can achieve a luxurious feel, a perfect paper that you can use for packaging, or for stamping, for printing, for any print technique. And that is only achievable if we find that balance. Ну и здесь вот важный, собственно, такой момент, потому что, с одной стороны, кому-то покажется, что для полноценного формата 72 на 102 сантиметра количество стаканчиков, используемых там всего 5, это крайне мало, это странно. Да, с другой стороны, многие задают вопрос, на 100 ли процентов бумагоэкстракт состоит из переработанного сырья. Значит, да, то есть вот учитывая все вот эти комментарии и моменты, компания G.F Smith считает необходимым прокомментировать данный момент. То есть их задача была все-таки, да, решить такую некую двойную проблему, да, так скажем, использовать вот те самые одноразовые стаканчики, и в то же время они не могли не думать о качестве бумаги, которая из этого сырья получится. Поэтому, конечно, коллекция «Экстракт» — это бумага, которая в своем составе содержит как переработанное сырье, так и чистую целлюлозу. И именно эти свойства обеспечивают бумаге идеальное, собственно, применение в любой сфере и идеальная сочетаемость со всеми известными способами печати. So we can all start to make change. It doesn't really matter whether it's by using paper or using a keep cup, or it's about how we behave and the responsibility that we have as consumers, but also as companies. Ну и, соответственно, важный посыл, да, что все-таки вот в глобальной, в решении глобальной проблемы загрязнения окружающей среды все должны принимать посильное участие, не только как потребители того или иного сырья, или материалов, или продукции, но и как изготовители, собственно. Поэтому, то есть задача, по сути, для нас, для всех общая. И для покупателей, и для производителей бумаг. So the next one, yeah, this one doesn't really show you I think all of the information, but I will tell you what I wanted to say is that we as a company also have responsibility
and feel that responsibility. And so what we do is that we recycle all our paper waste. We use solar panels. We are making sure that we don't use energy that shouldn't be used. We're, for example, part of something that is called Two Sides Initiative, where you can also learn more about whether paper or digital storage has more impact on the, let's say, the planet as a whole. So what we are committed to is making things better, also not only by creating recycled paper ranges, but also how we work and what we do in our day-to-day operations. Ну и, соответственно, компания G.F Smith чувствует свою действительно максимальную вовлеченность в данный проект и максимальную ответственность перед экологией как производителей бумаг и материалов. И, собственно, то есть их задача не только изготовить вот такую красивую, такую, да, нарядную коллекцию бумаг, но и в первую очередь заботиться о том, как эти бумаги изготавливаются у них на производстве. Именно из этих соображений используется большое количество солнечных батарей, собственно, при изготовлении этой бумаги, что экономит выброс, ну, как бы, да, углекислого газа, да, и сокращает его на 90 тонн каждый год практически. То есть это энергосберегающие и сенсорное освещение, лампочки и сенсорное освещение на всех складах и рабочих зонах производства на фабрике компании G.F Smith. Это, соответственно, то есть, ну, максимально экологичный подход к изготовлению бумаги, чтобы действительно бумага имела, в общем, гордое название эко-материала. Окей, Любаш? I think more or less I covered all your points. Thank you. I think so. So this is something that is very important with extract. We only made this paper to we made this paper to point at a problem that is a global problem, at a problem we hope that will be solved. And so we will discontinue and we will stop making this paper when this problem is solved. И вот здесь, на самом деле, очень такой важный посыл компании G.F Smith ко всем своим покупателям, ко всем потребителям этой замечательной бумаги из коллекции «Экстракт». Конечно, бумага была создана или создана, да, собственно, именно как часть вот этой вот масштабной задачи по сохранению экологии нашей планеты. И, конечно, усилия определенные были вложены в том, чтобы ее изготовить и разработать, и выпустить, и предложить своим клиентам. Но компания G.F Smith искренне и от души надеется, что когда-то необходимость производства этой бумаги действительно отпадет, когда проблема решится и больше не будет нужды в изготовлении этой бумаги. Okay. Before we go into talking about some beautiful projects that we've done with Extract, I wanted to say that this is definitely not the last story that comes from G.F Smith about sustainability and about recycling materials and anything that comes with how to actually help saving our planet. So stay tuned, there might be some interesting news soon. Mm-hmm. Ну и прежде чем мы перейдем, собственно, к показу нескольких слайдов с интересными проектами из бумаги «Экстракт», Любаш, собственно, хочет сказать, что на самом деле история бумаги коллекции «Экстракт» — это не последняя история, не завершающая в цепочке тех самых, собственно, продуктов, да, и шагов, которые предпринимает компания G.F Smith в контексте решения глобальной проблемы по борьбе с отходами и загрязнению окружающей среды. Поэтому следите, пожалуйста, за новостями. Продолжение точно следует. Окей, Любаш. Thank you. Let's go to the first one, please. Or to the next one. So just to introduce, this was a beautiful project called Plastic Free Aisle. It's a project by a chain of supermarkets that actually creates, well, an aisle, a part of a supermarket that contains no plastic. So everything you can buy there is either packaged in alternative materials, in paper, which is actually, of course, much better than plastic, but basically you can't buy any plastic there. What they've done is they've done a lot, well, not all of their identity on extract paper, and we were more than happy to work with them and be part of something like that. Ну и, собственно, вот на следующем слайде показан проект, интересный проект, который компания G.F Smith
поддерживать совместно с, как это сказать, неким партнером из Нидерландов. Собственно, да, и идея этого проекта в том, чтобы в больших супермаркетах, значит, отвести некую зону, некие такие, да, ну, некую территорию, да, некую локацию, которая бы, вот, собственно, имела название, да, «Мир без пластика». И идея в том, чтобы вся упаковка на этом островке, да, вот, собственно, внутри супермаркета была представлена из альтернативных материалов. Без пластика, действительно, то есть, а из бумаги, как наиболее предпочтительного и экологичного материала. И всю идентику для вот этого проекта, собственно, партнеры из Нидерландов сделали на бумаге компании G.F Smith. Okay. So, like I said when we talked about the amount of plastic cups in paper, we work with different types of projects. So, first one was about plastic. This one is just a normal packaging for a very now well-known company in the UK. So we allow ourselves to create with this paper beautiful packaging for anything. So this is just a project. Yeah, for cowshed. Окей. И в отличие от предыдущего слайда, где был такой большой, довольно необычный, да, неординарный проект с компанией из Нидерландов, компания G.F Smith также тесно сотрудничает со своими местными, то есть местными брендами на рынке Великобритании. Один из этих брендов компании CowShed, соответственно, и вот это образцы упаковки, да, для этого бренда экстракт. Let's go to the next one. So this is a beautiful project for honey, Manuka honey packaging from New Zealand. So on this one you can see also how the hot wheel stamping works on it. It's beautiful. On the next slide, if you can pass, Ludmila, you will also see how it looks when you actually open it. Ну, so yeah, go, Larissa. Sorry. Текущий на нынешнем, да, как совместный компании G.F Smith и компании из Голландии, собственно, экстракт с образцами горячего теснения. И вот, собственно, на этом слайде вы видите, то есть то, как раскрывается упаковка и то, как она выглядит изнутри. Go on. Yes, please. Okay. So we also work with smaller brands like this one, Bare Bones, which is a brand of chocolate. So we create packaging, or they use our papers for their beautiful packaging of chocolates. There's a really nice connection, of course, between coffee and chocolate. There's always beans involved. So we have quite a lot of these types of projects with extract, which work great. Компания G.F Smith довольно тесно сотрудничает и с гораздо более или менее знакомыми брендами, с менее известными, может быть, марками. В данном случае это компания Bare Bones из Великобритании, которая изготавливает из бумаги экстракт упаковку для своего шоколада. То есть здесь очевидно, да, как бы четкая связь кофе, шоколад, кофе и там зерна или там орехи. Соответственно, вот компания Bare Bones изготавливает упаковку для шоколадок, для, может, таких, да, которые они даже раздают как сувениры, как некие такие. Ну, кстати, да, обратите внимание, какое интересное сочетание цветов. То есть, насколько на самом деле, может быть, русскому глазу непривычно, да, когда вот такое на грани такого вот медового цвета, яркого, охры даже, да, с очень сдержанным розовым, зачастую мы, может быть, даже бы этим цветам бы, да, и не стали бы их так сочетать, а на самом деле очень эффектно и очень минималистично. We are talking, Luboš, about the colors. Strange for the Russians combination of colors. You know, it's a very unexpected approach to how to combine different colors in one packaging. Really easy. So, yes. Yeah. But really extraordinary. The paper works. Yeah, the paper works perfect there because you don't need a lot. The paper is already beautiful. I think we've lost the connection. But our connection, that's okay. So let's wait a little bit. Yeah, Luboš? I can see you well for the whole time. Can you see me? There was just 1 minute when we thought there's 2 seconds. Yes. Okay. No, I just wanted to say that it was a beautiful example of using paper to speak for itself.
as a design piece, right? So there's just minimum print, but the paper itself is beautiful enough to carry the load. На предыдущем слайде, соответственно, вот Любаш говорит, что был такой идеальный вариант того, как бумага говорит сама за себя, по сути, да, очень минималистичный дизайн, очень мало, собственно, печати, элементов отделочных, а именно вот как бы сама бумага максимально, там, наилучшим образом демонстрирует качество упаковки. And this is an obvious connection, of course, coffee cup recycled paper, connection to Nespresso or to brands of coffee. So we have worked with them on this special edition of coffee, well, actually on the packaging, so the box itself is made of extract papers. Ну, здесь, собственно, идеальное, да, по сути, наверное, такое как-то сочетание, да, идеальный такой союз, когда, собственно, бумага из переработанных кофейных стаканчиков используется для изготовления упаковки для, по сути, кофейного бренда Nespresso. И вот в данном случае вы видите, да, что именно вся вот внешняя, наружная часть упаковки изготовлена именно из бумаги экстракт. And let's go. Да. Luda says that really this, you know, dark gray color is a very popular color shade these days, you know. So last year and in this collection and in many others as well, it was one of the best-selling colors actually. So yes, this is a good... Grays are always very popular, and we're happy that this one works. Yeah. It works. Thank you. And this is one of the things that I was going to talk about right now. Actually, that's the last piece is actually let's say a more like an artsy approach to what you can do with paper. So this is a piece created to provide a visual and tactile experience as well, but at the same time, this is the darkest black that we have in our collection, and it actually works beautiful in this way. Ну, по сути, вот на данном слайде показан такой образец наиболее такой высокохудожественного использования бумаги в сочетании с вот текстовой печатью, да, когда использован максимальный черный, наиболее интенсивный оттенок черного цвета из коллекции экстракт и, собственно, вот печать, да, минималистичная, я так понимаю, что... What is the method of printing there? Yeah. This, sorry, this is stamping, from what I understand. Stamping. Yeah. Да, то есть весь текст выполнен горячим письмением. Да. Соответственно, получается объем, благодаря которому, да, в общем-то, читается текст. And I think that's our last project that we have to show, right? Yeah. There's a lot more. I have another beautiful catalog here used extract papers for this is for a company in Belgium. I know a couple of coffee shops here where I live in Barcelona where they use our papers as well. So it's actually really an asset to use this beautiful paper if you want to transmit that message of sustainability and using recycled materials. Ну, на самом деле, это был последний слайд нашей сегодняшней презентации, но, как говорит Любаш, можно, конечно, бесконечно продолжать и показывать многочисленные случаи использования бумаги экстракт. Вот в том числе Любаш показал вам каталог, где используется полностью бумага экстракт для одного из брендов из Бельгии. В том числе, собственно, в Барселоне, где непосредственно проживает Любаш, он сам знает несколько кофе-шопов, которые используют бумагу экстракт при изготовлении упаковки и свои, собственно, идентики и поэтому, наверное, в общем, много, но не будем на всех останавливаться. 2 часа времени пролетит. There's actually one, when we talked about the boring technical information, there was one part that I forgot to mention, and that is that with all the extract papers, we also provide, all the embossings that we also have for the color plan papers. So all the 25 embossings that we have for the color plan papers in our catalog are also available for the extract papers, of course.
Nice. Мы забыли, на самом деле, наиболее, ну, не то чтобы наиболее, но один из очень важных моментов, когда говорим о такой вот скучной технической информации про бумагу. На самом деле, вы, наверное, все уже хорошо знаете, когда мы рассказывали о коллекции ColorPlan, мы всегда говорили, что есть 25 видов тиснения, доступных у компании G.F Smith, которые могут быть использованы при изготовлении как бумаги ColorPlan, так и на бумаге экстракт в том числе. Поэтому, если вы знаете эти тиснения, если вы видели этот маленький каталожик, который только что Любаш вам продемонстрировал, знайте, что все эти виды тиснения можно также нанести на бумагу экстракт. Если кому-то из вас это интересно, пожалуйста, обращайтесь. Друзья, я включу пока комментарии, да, у нас есть немножко времени. We are switching on the comments, Любаш, just for the audience to probably ask. Пожалуйста, да, вы можете задать сейчас вопросы, или же у нас всегда есть возможность задать вопрос в директ, и мы ответим, да, после эфира. Но я, кстати, одну вещь вспомнила, я буду говорить по-русски, да, чтобы у нас сохранилась двуязычность. Один из наших клиентов задавал нам вопрос буквально вот несколько недель назад. Очень такой интересный, даже нестандартный, что неужели столь яркие цвета, вот как представленные в коллекции «Экстракт», могут относиться к эко-направлению? Не слишком ли они яркие, чтобы вообще говорить, что они относятся к теме sustainability? Ну, на мой взгляд, они как раз не совсем яркие. Ну вот, давай спросим. So the question is, you know, so of course we switched on the comments now, so that the audience could ask any question they have, or probably direct us after this live, you know, session is over. Sure. Right now, Luda was just thinking of the question they got quite some time ago from one of the customers, and the question was about whether the bright colors which are present in this extract collection are really the ones from the nature. Are there really so bright colors in the nature? If you say those are the natural colors which are always, you know, seen in of course, all colors are in the nature. No, of course, I understand the question. These are probably colors that are brighter than what you would say. A mustard color is really a mustard color. Is not a color that you would, let's say, when you say nature, not that you would immediately connect to trees or something that is really around us. However, it is colors like coral and colors like cactus and others, or the aqua one, which is the water one, where we try to as well point a little bit in the direction of, okay, these are colors that we might lose as well in the nature when it comes to corals and the green and all of that. So it's not exactly, let's say, the most color that you see in the nature, but for us, they are definitely natural colors and colors that are important. Ну, я думаю, в целом, наверное, ответ довольно предсказуем, потому что, да, конечно, учитывая тот факт, что о котором мы сказали ранее, что задача была не только решить проблему переработки сырья, но и сделать красивую бумагу, конечно, да, собственно, цвета, по сути, ну, то есть это микс, да, то есть сочетание вот этих двух задач. То есть, с одной стороны, повторить некий природный, какой-то такой, показать природный посыл, с другой стороны, сделать такое, ну, чуть не произведение искусства, да, бумажное. Поэтому, конечно, некоторые цвета действительно повторяют цвета, встречающиеся в природе, как вот бледно-голубой, например, какой-то, да, коралловый, хаки, да, действительно, те цвета, которые действительно мы видим в природе. Но есть и такие цвета, да, как кактус, например, зеленый, который может быть кому-то естественно, на мой взгляд, мне кажется, он тоже присутствует в природе. Поэтому, конечно, есть цвета полностью настоящие, натуральные, есть те, которые более яркие, чтобы сделать заметные. Поэтому это, как мне кажется, такой, наверное, очень удачный микс. Природа имеет в своем канале. Да, и как сказал Любаш, на самом деле все цвета есть в природе. And it is also what John, if you see John Haslam, our managing director of G.F Smith is here, and he's just commenting and saying we all need positive colors right now. So that is also part of the story. Ну, на самом деле, вот как говорит, собственно, да, один из руководителей
компании G.F Smith, господин Джон Хаслом. То есть основная задача любой коллекции — это сделать ее позитивной, максимально яркой и позитивной. И это действительно те самые позитивные цвета, которые, собственно, да, отвечают этой задаче. Кстати, добавлю буквально два слова, такой немножко со стороны дизайна, что нам не стоит находиться в плену таких шаблонов. Цвет, крафт, да, то есть на самом деле это, да, мы можем идти намного дальше и вообще искажать тему sustainability, которая, да, в общем, не только в том, что цвета должны быть очень сдержанными и, ну, и скучными. Yes, that is actually, Lubush, just for you. Yes, what Luba said as a comment. Yes, this is a typical thinking. You know, when thinking of the natural papers or recycling, you know, the most typical colors in those papers should be natural, like crafts, gray, or light gray, or dark gray, or whatever. So we say that yes, nature, in fact, is a little bit more bright than those natural colors. So that's what we don't have to forget. Ответим на вопрос. Планируете ли вы расширять цветовую линейку коллекции? Okay, Lubush. So that is, I guess, the question to you, actually. So the question is about whether you plan to expand the color range of extract. Do you plan to add more colors into that range? No? At this moment, we're sticking with the 10 colors that we have. Whatever happens with extract, we might see. Like I said, we only want to do it until the problem disappears. So for the moment, we're not planning to do that. But yeah, like I said, there might be some other interesting news in terms of sustainability from G.F Smith. So yeah, I can't say more. Ну да, собственно, комментарии Любаша следующие в контексте этого вопроса. На данный момент коллекция состоит из 10 цветов, и это тот полноценный вид, которым эта коллекция представлена. На самом деле это был, ну, такой пионерский, по сути, проект, да? Первый продукт, который компания G.F Smith изготовила и, собственно, сделала, да, разработала в контексте вот проблемы как-то экологии, да? Поэтому они будут действительно очень счастливы, как мы ранее сказали, прекратить в какой-то момент производство этой бумаги, если действительно такая задача более не будет актуальна. Но поэтому, собственно, в коллекции экстракт новых цветов не предвидится. Но, как мы уже сказали, следите за новостями. Возможно, будут другие интересные новости от компании в контексте экологичности материалов и новых бумаг. Друзья, у нас остается буквально прям вот 2-3 минутки до конца эфира. Я бы что хотела сделать, рассказать, сейчас еще на секундочку выключу комментарии, про один замечательный проект, который уже у нас случился, и мы про эти книги рассказывали еще до пандемии, когда Любаш приезжал в Москву, и мы проводили офлайн-семинары, на самом деле шикарная книга для дизайнеров, потому что она рассказывает действительно про психологию цвета, то есть просто вот можно показать несколько разворотов. Данная книга основана на исследовании, которое компания проводила в 2017 году, то есть, соответственно, различные направления, и как люди голосовали на Color Plan Papers, соответственно, с какими эмоциями те или иные цвета у них, какие эмоции вызывают те или иные цвета, и, соответственно, вот эта книга, она содержит, соответственно, масштабные результаты данного исследования. Сложно показывать на камеру, но в понедельник, в следующий, в нашем канале, в Telegram будет, во-первых, подробный рассказ про эту книгу со всеми фотографиями, потому что, да, к сожалению, не всегда удобно показать здесь. И будет розыгрыш, поэтому приглашаем тех, кто хочет участвовать и, собственно, получить данную книгу в подарок. Действительно, это очень удобное настольное пособие. Мы, наверное, сталкивались ни в каком виде, чтобы кто-то решился на такую масштабную задачу. Поэтому приглашаем Берга в Telegram. Книга называется «Психология цвета», поэтому, пожалуйста, желающие, кто хочет получить в качестве приза, подарок, участвуйте вместе с нами. Да, вот, например, кстати, да, вот есть рыжий, вот здесь даже не видно, что это разный рыжий, а он разный, то есть
печатные издания, вы увидите, насколько разные, например, в оттенках, и, соответственно, их разделение и по возрасту, и по полу, и какие ответы давали респонденты, разных групп. В ходе опроса. Ну что ж, хотим тогда сказать спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился. Любаш. Thank you. To you. Thank you very much. No, I can only say that yes, please. The book is amazing, and please join the competition, however that works. But please do. Thank you very much. It's always a pleasure. Thank you always. Thank you. It's a pleasure to work with you, and thank you so much for inviting us again. Our pleasure as well, Luber. So you're always welcome to join us for any activity. You know that. Thank you. Спасибо большое нашей дорогой аудитории. Любуш также говорит, что это замечательная книга, которую компания G.F Smith представляет, «Технология цвета». Участвуйте, пожалуйста, в наших конкурсах, выигрывайте замечательные книги и будьте с нами. Thank you a lot. Have a great evening. Bye. Доброго дня. Bye-bye. Хорошего дня всем. Thank you, Любуш. Прикольно. Любуш